Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Второй прогноз. Что случится? Что произойдет в ближайшее время? Что скоро, а возможно и неожиданно, придет в вашу жизнь, придет на ваш порог? Цыганский старинный пасьянс – события ближайших дней. Что буквально со дня на день будет в вашей жизни? Давайте узнаем на картах пасьянса. И они нам без философии, без каких-то долгих размышлений, они нам демонстрируют буквально, какие события могут произойти. Конечно, останемся реалистами, любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, но все же, надеюсь, мы проведем приятное время и какие-то подсказки, а вы люди очень интуитивные, вот какие-то подсказки все-таки вы получите. Итак, смотрим, что же там за события, что там случится, произойдет со дня на день для скорпионов, с чем это будет связано. А вот у вас, смотрите, выпадает якорь. Это уверенность. В дне сегодняшнем, в дне завтрашнем. Я хочу добавить, что планетарно это тоже где-то так же. У вас сейчас доброе время. О, тем более солнце, мои дорогие. Якорь и солнце. Вот все как-то идет очень правильно. Конечно, эта ясность по какому-то вопросу может наступить, но еще и солнце, как я часто говорю, это выбор правильного направления. Это может быть тема личной жизни, у кого-то тема работы. Но то, с чем вы сейчас определяетесь, для вас означает траекторию на месяцев 6-8. Вот смотрите, змея выпадает. И мы знаем, змея, ну, это человек, так, образ человека, который может наблюдать. Змея, она не действует, она именно сама какое-то время, ну, где-то анализирует и наблюдает. Может быть, и есть в вашем окружении такой человек, который вам транслирует одно, но по факту как-то не совсем то он задумал. У нас еще пока продолжается год змеи, поэтому змеиный режим включите сами, мои дорогие. Правда, наблюдайте, может быть, будет тот момент, когда вы себе скажете «пора». Может быть, есть какая-то тема, а вы люди интуитивные, повторюсь, и вы можете уже где-то предчувствовать, ага, вот этой персоне, ну, как-то нужно осторожно доверять или нужно перепроверить. Может быть, это и вы где-то будете, ну, такой своеобразный контроль какому-то человеку, правда, устраивать. Потому что у вас ведь нам с самого начала показали, да? Вот смотрите. У вас уверенность, у вас солнце. Это вы можете быть и в центре внимания. Или в вашей жизни сейчас что-то меняется именно в лучшую сторону. Но, видимо, не все люди способны радоваться. Почему так говорю? Потому что змея, да, и совпадает еще одновременно колокол. Вам может какой-то человек приносить новость, как, знаете, истина в последней инстанции. Тут действительно по колоколу это мы что-то слышим. Или когда нам кто-то принес весть, а еще и добавил кучу своих ощущений, взглядов на жизнь или мировоззрения, или как он человек конкретный относится к этому вопросу. Здесь именно какая-то ложь, может быть, фальшь, мои дорогие. И вам нужно не устроить себе глубокую философию на мелком месте, не замкнуться, не начать опять или в себе сомневаться, или, может быть, в ком-то сомневаться именно в том, что вы уже прояснили, понимаете? И для вас-то спокойное течение жизни. Но тень на плетень кто-то может наводить. И поэтому какая-то аналитика, включайте сами змеиный режим, чтобы разобраться, что же вам транслируют, а что на самом деле думают. То для вас спокойное течение жизни и радость. Не позволяйте, как утекать счастью сквозь ваши пальцы. Так и хочется сказать. Да, радость. А вот понимаете, как тень сомнений. Смотрите, череп, да? Это именно сомнение. Переверну обратно в радость, мне так больше нравится. И это вот не есть что-то как конкретное или есть какая-то тема, но, ну, может быть, тема-то и есть, но она не имеет для вас какого-то практического значения. Это так, знаете, что-то кем-то сказанное или свое отношение небрежно высказанное, да, к чему-либо или к кому-либо, а это вас просто может зацепить. А человек это говорит, может быть, и из зависти. Все же змея – это, знаете, тот человек, который может себя проявить неожиданно. Вот есть такой момент. Змея всегда внезапно.
Может быть, вы тут будете и пересматривать, кого вы считали друзьями или людьми, которые способны на помощь, на взаимовыручку. Вы тут сами можете что-то пересмотреть. Потому что у кого-то, знаете, как кончится терпение, словно его прорвало, а для вас это будет какой-то факт. Поэтому даже если вы что-то слышите поначалу, то, что нас шокирует, или то, что ну, мы не предполагали, но вот оно все равно имеет какую-то иную конфигурацию, имеет другую основу. Поэтому, видимо, аналитика, без нее не обойтись, ну, расставить все точки над «и» вам придется, чтобы ничто не нарушало ваше счастье. Может быть и так. Вот смотрите, тут, и ситуация может быть, которая связана с ожиданием, кстати. С ожиданием, ну, может быть, какой-то бумаги, важного документа, с ожиданием человека или, вы надеялись на кого-то, а в последний момент тут, правда, может кто-то и подвести, и тогда для нас это как колокол. Ну, значит, наступает период делать выводы, мои дорогие. Вот как-то так. Смотрю, что у вас еще совпало. В нашем пасьянсе мы можем по горизонтали, по вертикали в крайних рядах складывать карты. Что тут для моих любимых скорпионов? Какая-то дорога, может быть, дорога вам будет необходима. Кто-то, я, конечно, допускаю, просто засобираются в путь, потому что нужно ехать, да, или вы будете, может быть, от какого-то известия, такое тоже я допускаю, пересматривать сроки поездки. Вполне вероятно. Или, может быть, это даже не обязательно от известия, а банально не купили билеты, да, и вот теперь приходится ожидать, именно той даты, на которой билеты можно было купить, да, вот именно что-то пересматривать, может быть, какие-то контакты, звонки. Но у вас-то ведь все получается, самое главное. Ну, а некоторых персонажей в своей жизни, согласитесь, мы не отменим, куда без них, правда? Причем одни уходят такие не самые надежные, ну, а другие-то тоже могут прийти. У вас, смотрите, вопросы, может быть, проясняется ситуация по части недвижимости. Все-таки очаг. Это семейный имеется в виду очаг. Может быть, это какая-то информация, как мнение кого-то из родственников, или новость от кого-то из людей, которых вы знаете, или это новость, которая касается непосредственно недвижимости вашего места пребывания. Поэтому, может быть, и вам придется что-то корректировать. Но тема дома, личной жизни и буквально недвижимости для кого-то могут быть актуальны в ближайшие дни. Может быть, вот это ожидание, это не само по себе ожидание. Нам ведь тут сказали спокойное течение жизни. Для вас, мои дорогие скорпионы, сейчас как время, ну, дает такую неспешность, чтобы правильно оценить свои позиции сильные и, может быть, по ряду вопросов, которые вы еще пока не решили, не закрыли, принять, какое же конечное вот решение последует именно от вас, потому что вы услышите, увидите или через контакты, может быть, к вам приходит. Пока с вами говорила, пересмотрела уже все внимательно, что мы можем соединить. Соединений я больше не вижу, поэтому пойдем с вами дальше. И мы с вами спросили, что скоро, а возможно неожиданно. Вот давайте на два таких основных вопроса. Так что же там для скорпионов скоро? Вот именно скоро случится, произойдет в ближайшие дни. Семерка воздуха. А вот тоже где-то нам карта говорит, ты ж не замечтайся. Семерка воздуха, часто мы говорим, это карта вора. И не все, наверное, не все полезно, не вся информация правдивая, не каждый человек способен на искренность, но все же в этой колоде мы как будто учимся понимать людей, видеть вещи такими, какие они есть. И если по части людей и каких-то переговоров, а тут обратите внимание, как будто девушка сама ангел с крыльями и очень много птиц вокруг. Птицы – это всегда информация. Поэтому что скоро? Может быть, много информации в ближайшие дни, которую вам нужно будет и проанализировать, а, возможно, еще и какие-то недостающие звенья найти. Здесь, знаете, есть и такое, ведь это у нас колода добра, кстати, которую прорисовала и прописала известный художник и таролог, психолог с большим стажем Колет Барон Рид. Она назвала эту карту, это вот часто называемая вора,
А по факту ведь ни в одной колоде не прописано. Так вот, у Колет это независимость, несогласие и желание жить по своим правилам, но не по чужим, а удовлетворять где-то чужие ожидания. Ну, наверное, перекликается как-то это значение со всем тем, что я уже сказала по картам пасьянса. Вот к этому скоро будьте готовы. Что еще скоро? Верховная жрица. Интуиция – это та, которая все знает. Кстати, это тоже карта независимости. Жить по своим правилам. И о себе много не рассказывать. Аналитика и молчание. Вот чем меньше о себе рассказали, тем лучше вы спите, мои дорогие. Может быть, да, это точно. Какая-то история пока может действительно не решаться отчасти, да. Но и с другой стороны себе не помешать, потому что по аркану Луна с одной стороны, мы, конечно, не должны замечтаться, но есть тот вопрос или тема, который вряд ли вы можете ну, как ускорить. Нам нужен вот этот нейтралитет и где-то интуиция дважды, чтобы разобраться, чего же хотите вы, мои дорогие скорпионы. Тут и то значение не удовлетворять чужие ожидания, оно тоже проходит. Кстати, по аркану Верховная Жрица тайны. Вот вы можете узнать какую-то тайну. У кого-то это с человеком будет связано, думали намного лучше, а оказалось, что, а нет, тут как-то не все так. Конечно, карта говорит, что в этот период не все будет объяснимо или предсказуемо с позиции логики, здравого смысла, какой-то последовательности событий. Поэтому доверьтесь ощущениям и интуиции. И не должно быть иллюзий, потому что Луна – это карта иллюзий в этой колоде. Текущая ситуация не отражает, то есть вот внешняя ситуация она не отражает то, что есть на самом деле. Она недостаточно правдива. Может быть, это и эмоции. Мои дорогие девочки, вы можете, правда, узнать какую-то тайну. Или, к примеру, кому это соответствует по возрасту, по желаниям. Я жду ребенка, и вот какая-то тема такая очень сложная может выйти на первый план. Но у кого-то это будет связано с конкретной персоной и именно информацией. А что же неожиданно, давайте будем узнавать. Договоренности, контакты, получение денег, мои дорогие. Тут могут быть или решение каких-то финансовых вопросов. Конечно, я не исключаю, что по этой карте мы деньги получили, мы деньги отдали. Но все-таки две золотые рыбки. Очень часто это, знаете, как богатый улов. Конечно, любая двойка нам будет говорить, что мы можем договориться. А вообще-то это карта любви, взаимопонимания. И мы об этом с вами тоже говорили. Вот в личной жизни ничто не должно нарушать ваше счастье. Но, тем не менее, какая-то новость врывается в вашу жизнь. Вот про новости, про какие-то известия. Может, они нам и сваливаются на голову. Ну, на голову. Но, знаете, наше первое именно ощущение, оно может быть, мы как вспыхнули. Ну надо же, мы этого не ожидали. Тем не менее, часто говорю, по тузу воздуха выход из лабиринтов. Может быть, вам придется принимать окончательное решение. Король воды – это ваша карта. И если мы говорили по тузу воздуха выход из лабиринта, а, есть такое значение именно в этой колоде, как жизнь, она как поворачивает вспять некоторые обстоятельства. И мы тоже с вами об этом говорили. Есть момент неожиданный. И это может быть, мы часто трактуем как туз мечей именно связано с информацией. Или мы узнали какую-то тайну. Мы что-то предполагать могли, а вышло оно как-то иначе. Рядом ваша карта. Правильные решения какие-то вам предстоит. Или, может быть, это связано с близким человеком. Иногда именно персональные карты двора кубковые говорят о наших супругах или о наших партнерах. Ну, пусть брак не оформлен, но отношения есть. Или тот человек, кого вы знаете достаточно хорошо. Посмотрите, какое-то важное решение придется принимать по части личной жизни, я вижу больше так. Туз воды. Мне очень интересно, потому что изображен морской конек. Когда-то очень давно морской конек был символом изобилия, процветания и благополучия. И мы часто говорим, туз воды – это, вот знаете, как амброзия, которая переполняет, или счастье, или радость какая-то.
добрая весть, да, когда мы и вдохновлены, и наполнены оптимизмом. Мы уже готовы что-то делать. Вот понимаете, не дайте что-то разрушить каким-то левым персонажам. Вот так и хочется сказать. Потому что у вас сейчас какое-то доброе время. И планетарно оно тоже так, мои дорогие скорпионы. Ну, может быть, не все в восторге от того, что или какие-то обстоятельства так складываются, что вот у вас-то сейчас какой-то позитивный момент, но иногда это бывает связано именно с обстоятельствами, с третьими лицами, неважно, что это, которые мы вот эти обстоятельства совершенно не желали, не инициировали, но тем не менее они приходят через других людей или с какой-то внешней историей. И нам нужно как-то правильно провзаимодействовать. Мне хочется спросить, к чему это все идет? Это что такое? Терпение, аркан умеренности. В чем-то придется, да, проявить терпение. Какая-то тема быстро, может быть, и не решится, императрица. А ведь и правда, у кого-то вопросы личной жизни, может быть, и вопросы, связанные с детьми или ожиданием ребенка, да, перекладываете на себя. У кого-то точности это вопросы будут как жилье, вот именно на кону, место пребывания. Императрица, она плодовита не только буквально, но на какие-то планы. Есть уже ваши планы. Вот так вот за пару дней что-то не осуществишь. Первая карта все-таки у нас терпение говорит, да? Поэтому есть те вопросы, когда вам буквально помогает как и интуиция, так и некоторая неспешность, правда. Вот именно колет барон Рид, промедление тебе помогает. Поэтому куда-то не торопитесь. Тут все, может быть, станет на свои места. Или пришла какая-то одна информация, а потом вы медленно, но верно нашли недостающие какие-то звенья и поняли, что нет, на самом деле обстоят дела иначе. Или человек играет, как бы ведет двойную игру, и для этого требуется время. 3 старших аркана. Примите к сведению, мои дорогие, что тут ваше благополучие на кону, ваше личное счастье, финансовый доход. Вообще, это когда новое качество жизни. С одной стороны, карта императрица говорит: «Надейся сам на себя». Но и с другой 2 карты, вот как будто вы надеетесь на себя, но есть пока обстоятельства, которых вы не можете преодолеть. И здесь само время вам помогает. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. Ну вот, ретро-движение Урана, у нас в этот период, да, до 4 февраля, оно ведь тоже не способствует, что прямо тут с маху какого-то, да, с разбегу мы решим все вопросы. Но это всегда сопряжено с некоторой заминкой, остановкой или паузой. И Уран — это всегда какие-то внешние события, которые вот именно оказывают влияние на нашу жизнь. Будь то работа, будь то новости, обстановка вокруг, да, так вот тоже. Вот это надо все учитывать. Поэтому какие-то очень правильные, осторожные действия. Ну и повторюсь, змеиный режим явно не помешает. Перекладывайте на себя. А я благодарю вас за ваши добрые комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Переходите в описании под видео и читайте мои публикации. Там у меня есть и недельные гороскопы на моем сайте. Ссылки оставлю именно в описании под видео. А я вас люблю, мои дорогие, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.